Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о замиокулькасе. Растение это очень неприхотливое, очень нетребовательное в уходе. Его выращивают как дома, так и в офисах. Используют для озеленения абсолютно различных помещений, холлов гостиниц, торговых центров, ресторанов. Что из себя представляет это растение? Это суккулент, листья которого растут прямо от корня. То есть вот это все. Это не стебель, не ствол. Вот это называется сложный лист. Поэтому, если вы его обрежете где-то или случайно сломаете, неважно, здесь, расти он дальше не будет. Новые листья начинают расти прямо из земли. Никакого ствола, стебля у этого растения нет. Корневая система у него тоже не совсем обычная. Помимо мощных толстых корней, он еще имеет клубень, похожий на картошечку, в котором запасает влагу и питательные вещества. Видов и сортов этого растения существует не так уж много, но тем не менее разнообразие есть. Начиная от размеров, есть большие экземпляры, которые могут вырасти до 1,5 метра в высоту, а также есть компактные, которые вырастают не больше, чем вот этот кустик. По цвету листиков тоже есть различия, то есть вот это такой, скажем так, самый распространенный сорт. Есть замиокулька с варигантными листьями, есть наоборот с более темными, прям до черноты. Как правило, старые листья имеют более темный окрас, более молодые листики, вот они вот такие светленькие. Молодые листья очень эластичные, мягкие, тогда как старый лист очень жесткий, и если попытаться его пошевелить, он может даже отломиться. Ну и давайте расскажу об уходе. Растение теплолюбивое, комфортная температура для него 20-25 градусов. Ниже 16 градусов температура опускаться не должна, иначе растение может замерзнуть. Освещение должно быть яркое, но не обязательно. То есть замиокулька сможет отлично расти и на солнышке, терпит прямые солнечные лучи. Но если вы его поставите куда-то подальше от окна, он также будет там себя прекрасно чувствовать. Полив растения должен быть достаточно умеренным. Можно давать почве просыхать полностью, потому что замиокулька очень легко переносит какую-то засуху. Самое главное обеспечить хороший отвод влаги. То есть либо это должен быть вот такой горшочек, где много-много отверстий и лишняя жидкость будет легко выходить. Либо если это обычный горшок, то нужен хороший дренаж. Растение накапливает влагу именно в своих клубнях и в утолщениях у основания листа. У молодых листьев такое утолщение пока что отсутствует, а вот на старом экземпляре вот здесь очень хорошо видно. Именно вот в этих местах замиокулькас способен накопить влагу. Поэтому чем старше растение, чем больше у него клубень, чем шире вот это основание листа, тем больше оно способно противостоять засухе. Влажность воздуха для замиокулькаса не имеет никакого значения, легко переносит сухой воздух. Но можно листики либо опрыскивать, чтобы протереть, либо помыть под душем, либо просто тряпочкой влажной, так как они имеют свойство покрываться пылью, как и любое другое растение. Грунт нужен нейтральный, легкий, рыхлый. Вполне подойдет обычный универсальный цветочный грунт, если он содержит песок, перлит, либо если вы купили цветочный грунт и он не содержит никаких разрыхлителей, просто добавьте 1/4 либо песка, либо перлита, и этого будет вполне достаточно. Подкармливают растения в весенне-летний период один раз в месяц удобрениями для кактусов и суккулентов. Размножают замиокулькас либо делением корневища при пересадке, либо можно размножить листовыми черенками. Причем можно отрезать как сам лист у основания, как вот здесь у меня, вот сейчас укореняются два вот таких листа. Либо можно также размножить отдельными вот этими листовыми пластинками. Пересаживают растения по мере разрастания. Иногда приходится делать пересадку каждый год. Если растение сидит в таком мягком пластиковом горшочке, то разрастание корневища будет сразу видно, потому что этот горшок будет деформироваться. Иногда деформация бывает настолько сильной, что растение невозможно вытащить из этого горшка, приходится его разрезать. Обычно в магазине продаются замиокулькас в горшочке, в котором вот укоренены сразу несколько кустиков. То есть вот в данном случае у меня их здесь 4. У многих появляется желание после покупки пересадить растение и разделить его сразу на 2-3 горшочка, чтобы каждый кустик сидел в своем горшочке и получилось сразу не один экземпляр, а несколько. Я бы не рекомендовала это делать, потому как замиокулькас растет очень медленно. Вот от такого размера до того, который вы сейчас видите, вырос за 5 недель. На остальных кустиках вот только-только начали появляться новые листики. Вот здесь один, там в серединке второй, на третьем кустике вообще ничего нет. Когда сидит 4 кустика вместе, они смотрятся очень пышно, компактно, декоративно. Если вы рассадите их, вот будет у вас 2-3 листа в одном горшочке,
один лист растет около 1,5-2 месяцев. Куст получается вот такой редкий, и ждать от него пышной листвы придется очень долго. Поэтому, если хотите рассадить, конечно, рассаживайте. Повлияет это только на внешний вид растения. Ну, здесь, как говорится, дело вкуса каждого. Укореняется растение тоже не очень быстро. Давайте посмотрим, что происходит в этом горшочке. Вот эти растения укореняются уже 2,5 месяца. Ну, точнее, с того момента, как я их срезала и поставила в землю, прошло 2,5 месяца. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот смотрите, такие малыши, а уже нарастили маленький клубенечек. Вот видно? И вот второй также. Вот тут снизу видно. Вот он клубенечек. Вот он. Сейчас отряхну побольше, получше. Вот он клубень маленький пока что еще. И корешочки. Укореняла я в обычном грунте для кактусов и суккулентов. То есть растению новому нужно время, чтобы нарастить вот этот клубенек, корни. И только после того, как корневая система хорошо сформируется, он даст от корня вот этот новый лист. И произойдет это не раньше, чем через полгода. Поэтому размножение замиокулькаса процесс не быстрый. Цветок замиокулькаса раскрывается не на высоком цветоносе, а прямо у поверхности земли и представляет собой початок, окруженный покрывалом. Какие проблемы могут быть при выращивании этого растения? Основная проблема – это его перелив. Если растение поливать слишком часто и обильно, то начнут загнивать корни, начнет загнивать основание листа. В этом случае, сократив полив и обрезав гнилые части растения, еще можно спасти. А если загниет сама луковица, к сожалению, растение скорее всего погибнет. Поэтому нужно быть осторожнее с поливом. Если есть сомнения, поливать растение или не поливать, лучше не поливать. Это растение реже, чем другие, поражается какими-то вредителями, но тем не менее они могут присутствовать. Как мучнистый червец, так и клещ, поэтому обращайте внимание на листики. Если появляются какие-то точки на них, белые или коричневые, то нужно провести обработку соответствующим препаратом. Если содержать растения при низких температурах, а это от 16 градусов и ниже, то на листьях могут появляться темные пятна, и они будут терять тургор. Нижние листовые пластины со временем могут отпадать, это естественный процесс. Когда куст становится более взрослым и листья очень сильно разрастаются, становятся вот такими большими, мясистыми, им уже тяжело держаться, и такому растению потребуется опора. Если вам не хочется использовать опору, то такой лист просто можно срезать. У этого растения также есть еще второе название, это долларовое дерево. И есть такое поверье, что как только у растения выходит новый лист, то в дом придет дополнительный доход, пусть и небольшой. Надеюсь, сегодняшняя информация была вам полезна и интересна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на аккаунт в Инстаграме. У меня там много фотографий разных сортов растений, есть на что посмотреть. Но у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!